Здравствуйте, граждане свободного мира. Как ни прискорбно, но скандал, вызванный безобразными высказываниями Ирины Фарион в адрес русскоговорящих граждан Украины, набирает обороты. Насколько вам известно, в Украине против Фарион открыто производство по 4 статьям Уголовного кодекса Украины. Статья 161. Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, инвалидности и по другим признакам. Статья 435.1. Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему. Статья 163. Нарушение тайной переписки, телефонных разговоров, телеграфической или иной корреспонденции, передаваемых посредством связи или через компьютер. Статья 182. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Служба безопасности инициировала психолого-лингвистическую экспертизу высказываний Ирины Фарион. Досудебное расследование продолжается. Кроме этого, Ирина Фарион была уволена из университета Львовская политехника по пункту 3 статьи 41 Кодекса законов Украины о труде за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы. Вместо того, чтобы дождаться окончания судебного процесса над Ириной Фарион, ее соратники пытаются высказаться в ее поддержку и против русскоговорящих граждан Украины. То есть в публичном пространстве Украины раздувается истерия в защиту подследственной. Например, известный украинский актер театра и кино Богдан Бенюк поддержал экс-депутатку Верховной Рады и экс-преподавателя Ирину Фарион и заявил следующее. Надо задуматься тем людям, которые выросли в Украине. Им позор. То, что они защищают Украину, супер. Но они защищают, разговаривая на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины. Ибо тот гражданин Украины, кто является носителем языка, считается ее гражданином, а всех остальных Бенюк считает захватчиками. Это касается и украинцев за границей. Если они не общаются по-украински, то какие они украинцы? Их нужно вычеркивать и говорить, что они россияне. Так говорит Бенюк. За такие высказывания Бенюка вполне обоснованно можно привлечь в качестве соучастника преступления, инкриминируемого Фарион по статье 161 Уголовного кодекса Украины и в качестве пособника по остальным 3 статьям. Далее. Депутаты Львовского облсовета подготовили проект заявления о недопустимости преследования защитников украинского языка и, в частности, Ирины Фарион. Создается такое впечатление, что львовские депутаты пытаются таким образом поставить Фарион вне закона, называя возбуждение против нее уголовных дел травлей. По-украински это звучит как «цькування». В правовой терминологии это называется буллингом. За буллинг в Украине предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность. Если увольнение и возбуждение уголовных дел львовские депутаты считают буллингом, то они, так же как и Бенюк, могут быть привлечены по делам, возбужденным против Фарион в качестве пособников, то есть лиц, устраняющих препятствия к совершению преступлений. Заявление львовских депутатов в защиту подследственной Фарион говорит о том, что они не собираются действовать в правовом поле Украины
путем подачи заявления о привлечении к административной ответственности омбудсмена Верховной Рады Лубенца, по заявлению которого возбуждены дела против Фарион, а собираются оказывать давление на следствие и суд с целью создать систематически совершающий буллинг и призывы к геноциду русскоговорящих граждан Украины Ирине Фарион условия для продолжения противоправных действий. В своем обращении львовские депутаты дошли до того, что переименовали события 2013-2014 годов в Украине с Евромайдана на Мовный Майдан, фальсифицируя таким образом новейшую историю Украины. Что же касается русскоговорящих граждан Украины, то нужно четко и недвусмысленно понимать, что часть 2 статьи 10 Конституции Украины, гарантирующая русскоговорящим гражданам Украины свободное развитие и использование русского языка в Украине, на сегодня действует, имеет наивысшую юридическую силу и является нормой прямого действия. Поэтому свободное использование русского языка в Украине не могут запретить никакие другие дискриминационные, законодательные и нормативные акты. В случае правовой коллизии норм нескольких правовых актов применяется тот из них, который обладает наивысшей юридической силой, то есть в данном случае Конституция Украины. Что же касается действий Лубенца, то лично я их приветствую и считаю, что давно пора было заняться защитой прав русскоговорящих граждан Украины. Но даже и сейчас я приветствую его смелость, а также смелость русскоговорящих военнослужащих ВСУ, защищающих Украину от российской агрессии. Давайте поддержим наших русскоговорящих бойцов ВСУ хотя бы тем, что поделимся ссылкой на это видео среди своих друзей и знакомых. Спасибо за внимание. До новых встреч.